Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. Ваши вопросы вы можете задать мне после лекции в нашей приватной группе в Телеграме. Ссылка в описании, а пока начнем. И сегодня мы поговорим о том, как посмертный путь человека зависит от вида смерти и обстоятельств, при которых эта смерть наступила. А также узнаем, что будет после смерти, если умереть внезапно, без понимания и осознания этого факта. Можно ли растеряться из-за этого и оказаться где-нибудь не там, где желательно оказаться? Давайте разбираться. Еще одно массовое заблуждение о жизни после смерти и устройство потустороннего мира гласит: то, что будет после смерти, напрямую зависит от того, как человек умер. Спокойно в своей постели или насильственно, например, под колесами машины, при ограблении, в катастрофе или от вражеской пули. Якобы в случае насильственной смерти мы попадаем в ад или оказываемся привязаны к земле, к собственной могиле, бродим по кладбищам призраками, обязательно страдаем, пока не исполним свои незавершенные на земле дела. Все это очередные домыслы и измышления незнакомых с предметом граждан и представителей рынка коммерческих паранормальных услуг, всяческих медиумов, гадалок и колдунов, активно зарабатывающих себе капиталы на страхах и невежественности людей. Качественный же, обобщенный массив научных данных об умирании и событиях, следующих за ним, ссылками на которые мы поделились с вами в любой нашей книге цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» и одноименном телеграм-канале, показывает совершенно иную картину. Вид смерти, конечно, может опосредованно влиять на обстоятельства продолжения жизни после гибели биологического тела человека. Но влияние это приходящее, и по сравнению с основными факторами, определяющими посмертный путь любого из нас, незначительно. Так, например, умерев внезапно от криминальных действий, человек может вообще не сообразить, что произошло. Моментально оказаться в духовной загробной реальности, которая, как мы уже знаем, очень похожа на сон, и подумать, что его жизнь продолжается. Какое-то время он будет жить в этой реальности и будет уверен, что все так же, как и было. Он может продолжать ходить на работу, возвращаться после нее домой, заходить по пути в магазин за продуктами, тратить деньги, общаться с друзьями, вечерами ругаться с женой, ходить в кино по выходным и так далее. Все будет точно так же, как и в жизни. Его сознание будет строить для него эту высокодетализированную иллюзорную реальность точно так же, как оно строит реальность во сне. А он, не обладая знаниями об устройстве жизни после смерти тела, будет убежден, что это и есть настоящая реальность. Друзья, наши книги о жизни после смерти и устройстве потустороннего мира, цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» и «Онкология и душа» вы можете найти в разных книжных магазинах и маркетплейсах. Ссылки на некоторые из них даны в описании. Мы очень рекомендуем эти книги для получения комплексных и системных знаний о том, как все устроено. Ну а теперь возвращаемся к лекции. Бывают и случаи, когда люди оказываются в полной темноте, которая напоминает небытие. Но это не небытие. Это просто пустота, в которой умерший будет пребывать. Происходит это тоже в силу отсутствия знаний о том, как все устроено. Но так будет не всегда. Во-первых, как бы ни был похож потусторонний мир на мир физический, он все равно отличается. И наблюдательный человек рано или поздно заметит это, осознается так же, как это бывает в тех же самых снах, и поймет, что что-то здесь не так.
Таковые наблюдения, анализ и размышления в итоге, как правило, приводят его к пониманию, что земная жизнь уже завершилась и пора отправляться дальше, в путешествие по жизни духовной, разбираться в ее принципах и нормально жить ее, так же, как жилась жизнь и в плотном мире. Во-вторых, на том свете существует огромное количество духов ранее умерших людей и существ, никогда не воплощавшихся в человеческих телах, исполненных неравнодушия и любви, постоянно стремящихся к тому, чтобы помочь другим. Такие духи все время приходят на помощь тем, кто в ней нуждается, и помогают преодолеть различные посмертные затруднения, включая построение иллюзорных реальностей, привязки к земле, пребывание в темноте, некорректные настройки психики и прочие, о которых мы уже говорили ранее и еще поговорим далее. Важно упомянуть, что подобные затруднения все же являются исключениями из основного правила, и большинство людей проходит по усредненному варианту начала жизни после смерти, который мы разбираем в наших лекциях на этом канале. Так происходит потому, что даже несмотря на скептический настрой большинства живущих и табуированность темы смерти, большая часть человечества внутри все равно верит в то, что их жизнь не прекращается со смертью их тел. Эта подсознательная вера, а правильнее будет сказать подсознательное знание, и помогает преодолеть трудности, возникающие в связи с внезапными и насильственными факторами, приводящими человека к смерти. Спокойная смерть дома, в теплой постели, в окружении родных людей всего лишь позволяет человеку заблаговременно понять, что он умирает, и проще пройти через это осознание, а значит избежать большинства затруднений на пути в следующую жизнь. Вот в принципе и все влияние вида и обстоятельств биологической смерти на загробную реальность и события, которые случаются в первое время после того, как физическое тело завершит свое существование. Что же на загробную реальность человека, в отличие от обстоятельств умирания, влияет глобально и от чего действительно зависят события, которые будут развиваться после смерти? В первую очередь, конечно же, знания. Чем больше вы знаете о жизни, о смерти, о жизни после смерти, тем проще вам будет сориентироваться после ухода из земного мира и понять, что происходит. Не менее важно и общее состояние вашего духа, присутствие в нем любви, добра, света, неравнодушия и невозмутимости. Эгоистичные люди, вектор мышления которых направлен строго в себя, испытывающие множество страхов, истеричные и часто впадающие в панику, злобные, жестокие, равнодушные граждане, часто строят для себя печальные загробные реальности и затем страдают в них до тех пор, пока не осознают, что эта тюрьма является построением их собственных рук, и никто вне их не держит, кроме них самих. Добрые, неравнодушные люди, исполненные любви к другим, к жизни и к окружающему миру, проходят посмертный путь легко и продолжают свое развитие с радостью и благодарностью к Вселенной, которая дает им такую возможность жить, познавать, достигать и развиваться. Поэтому не переживайте, отбросьте все эти страшилки, домыслы, измышления, манипуляции так называемых медиумов, ведьм, гадалок и колдунов. Вооружайтесь знаниями, познавайте мир, наполняйтесь любовью и добром до самого последнего своего дня на земле. Проецируйте эти богатства вовне, но не внутрь себя, и все обязательно будет хорошо. Когда вы проживете свою жизнь до самого конца, и придет ваш час покидать земной мир, после смерти вы не испытаете никаких затруднений. Вы не увидите ни личной иллюзорной реальности, ни темноты, ни пустоты, ни мрачных адов. Вы сразу окажетесь в самой замечательной коллективной реальности, а ваши родные и любимые люди
покинувшие плотный мир до вас, встретят вас шквалом аплодисментов, гордые за то, что вы так достойно прошли свой жизненный путь и вернулись к ним, что называется, со щитом, а не на щите. На сегодня это все, дорогие друзья. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите нас донатом по ссылкам в описании видео. Благодаря вашей поддержке мы продолжаем нашу работу. Большое вам спасибо. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и наш приватный чат, в котором я бываю регулярно, вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на следующей лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.